Добрый день, друзья! Сегодня печем воздушные булочки-плетенки. 150 мл теплого молока, 2 столовые ложки сахара и 8 грамм сухих дрожжей соединяем вместе. Молоко должно быть теплое, приблизительно 35 градусов. Накрываем тонким полотенцем и даем постоять 10 минут. Затем к опаре добавляем 1 яйцо, 1/4 часть чайной ложки соли, 50 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла. И хорошо перемешиваем венчиком. Далее в тесто вводим просеянную муку, но не всю сразу, а частями. Нам нужно, чтобы тесто было не забито мукой, поэтому добавляем ее постепенно. В среднем у меня уходит чуть больше 300 грамм муки. Булочки я пеку часто и леплю их разными способами, потому что выпечка должна быть не только вкусной, но и красивой. У меня на канале есть видео, в котором я показываю 10 способов формовки красивых булочек. Ссылку на это видео вы видите сейчас в верхнем правом углу. В итоге должно получиться очень мягкое тесто, эластичное и не прилипать к рукам. Формируем тесто в шар, дно миски присыпаем мукой, кладем тесто, накрываем тонким полотенцем и убираем в теплое место на подъем. Я ставлю в электрическую духовку, включенную на 40 градусов, дверцу закрываю. Таким образом тесто подходит намного быстрее и лучше. Посмотрите, какое оно воздушное и легкое. Тесто у меня подходило ровно полчаса. Собираем его в комок и перекладываем на стол. Я работаю на силиконовом коврике. Теперь, не обминая тесто, скручиваем его в рулет. Разрезаем пополам, а затем каждую часть еще на 4 кусочка. В итоге у нас получится 8 булочек. Каждый кусочек теста формируем в шарик и кладем их на край стола под пакет, чтобы они не заветривались. Берем один шарик теста, скатываем его в жгутик. Чуть больше половины жгутика раскатываем скалкой. Затем раскатанную часть разрезаем ножом пополам и переплетаем между собой. Защипываем край. Теперь скручиваем вот таким образом. Получается маленький цветочек. Берем деревянную шпажку и на нераскатанной части, слегка надавливая, делаем вот такой рисунок. А затем полученный цветок обворачиваем второй частью теста. И получаем вот такую красивую булочку-плетенку. Заготовки перекладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем тонким полотенцем и даем им время постоять и увеличиться в размере. Через 20 минут смазываем булочки смесью желтка и молока. На один желток вливаем 1 столовую ложку молока и хорошо перемешиваем. Таким образом, выпечка получается всегда равномерно румяной и красивой. Отправляем булочки выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Посмотрите, какие получились румяные и красивые булочки. А какой аромат по кухне летает, я думаю, вы представляете сами.
Достаем их из духовки и даем полностью остыть. Затем по желанию присыпаем сахарной пудрой и зовем семью пить чай. Воздушные, мягкие и румяные булочки-плетенки приготовить не так сложно, как может показаться. Немного фантазии при формовке, и из обычного дрожжевого теста можно сделать красивую и очень аппетитную выпечку. Пробуйте приготовить, подписывайтесь на канал и рядом нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни один новый рецепт. С любовью, Евгения, и кулинарный канал «Это просто».